Каждый день мы идем пешком или проносимся на автомобиле по дорогам и мостам. Мы живем в собственных квартирах и любуемся небоскребами. Городской ландшафт благодаря постоянному строительству приобретает лоск, становится удобным и безопасным для жизни. Ни одна современная стройка не обходится без бетонных работ. Можно с уверенностью сказать, бетон – самый востребованный и популярный строительный материал. Качественный бетон является гарантом надежности возводимых сооружений любой сложности. Как известно, бетон – это застывший раствор цемента, щебня и песка. Казалось бы, достаточно смешать эти компоненты, добавить воды и готово. Однако профессионалы знают, для создания прочного и надежного бетона просто смешать ингредиенты мало. Производство высококлассного бетона начинается не на заводе, а вот здесь, в лаборатории. Ведь прежде чем попасть на производство, все составляющие бетонной смеси проходят строжайший контроль. В первую очередь эксперты анализируют качество песка. Для этого в партии из разных мест берут так называемые точечные пробы. Смешивают их и получают объединенную пробу. Из этой пробы аккуратно отмеряют, как говорят в лаборатории, навеску определенной фиксированной массы. Затем помещают в горячий сушильный шкаф. Вода испаряется, и масса навески уменьшается. Таким образом, в лаборатории высчитывают влажность песка. Зачем лаборанты тратят на это время? Все просто. От влажности песка зависит количество добавляемой воды. Ее должно быть не больше, не меньше, чем необходимо для изготовления хорошего бетона. Далее песок проверяют на вредные примеси, которые впоследствии могут снизить прочность цементного клея. Это пылевидные и глинистые частицы. Эти частицы не увидеть глазом, но они есть в каждом песке. Вопрос, в каком количестве? Для этого испытания нужен мерный цилиндр с водой и еще одна навеска песка. После того, как вся вредность всплыла, делают замеры. Если количество примесей в пределах нормы, песок отправляют на дальнейшие исследования. Правильное количество воды в составе – это залог качества бетона, его прочности. Излишняя вода неизбежно снизит прочность произведенного бетона, так как увеличит водоцементное соотношение. А это одна из важнейших характеристик при расчете состава бетонной смеси. Иными словами, для достижения высокого качества продукции расход воды должен находиться в узких рамках, определенных при проектировании той или иной рецептуры смеси. Поэтому перед тем, как песок пустить в производство, важно выяснить гранулометрический состав конкретной партии. Как это выясняют? Берут еще одну навеску и пропускают через череду специальных лабораторных сит. Песок проходит через сито с разными ячейками, и в каждом из них задерживаются песчинки определенного размера. Так весь объем песка оказывается разделен на фракции. Затем измеряют массу каждой фракции и с этим учетом рассчитывают модуль крупности песка. После того, как песок исследуют со всех сторон, лаборанты берутся за щебень или гравий, смотря что в данный момент будут использовать как крупный заполнитель в строительном растворе. Для начала пробу материала испытывают, как и песок, на количество вредных примесей. Ну а далее идет испытание на прочность. Ведь щебень – скелет бетона, а скелет должен быть крепким. Итак, как же это делают? Пробу щебня сдавливают гидравлическим прессом, постепенно увеличивая нагрузку. Это испытание позволяет определить, к какому классу прочности относится заполнитель. После этого щебень, так же как и песок, пропускают через сито и высчитывают гранулометрический состав наполнителя.
Если пропорции определенных фракций соответствуют нужным показателям, сырье берут в работу. В производственной лаборатории не забывают и о воде, ведь для изготовления бетона важно не только ее количество, но и качество. Воду, которую используют в производстве бетона, в прямом смысле можно пить. И, наконец, цемент. Цемент – это главная составляющая бетона, и его качество напрямую зависит от характеристик входящих в него компонентов. Например, компания по производству бетона «Эркон» сотрудничает с одним из крупнейших мировых производителей цемента – компанией «Хайдельберг Цемент». Их качество продукции считается одним из самых высоких на российском рынке. Система непрерывного технологического контроля – вот что обеспечивает качество нашей продукции. Контроль качества осуществляется на всех технологических переделах. От карьера, где происходит подготовка сырьевых материалов из известняка и глины, до загрузки готового продукта в цементовозы. Все технологические процессы организованы ритмично в автоматическом режиме. Мы уделяем много времени качеству продукции для формирования долгосрочных отношений с нашими клиентами, чтобы обеспечить их доверие к нашим продуктам. Но кроме отличных технических характеристик, цемент обладает еще одной важной особенностью. Его производство становится все более экологичным. При обжиге основного компонента цемента клинкера образуется большое количество углекислого газа. И это глобальная мировая проблема. Компания Heidelberg Cement разрабатывает марки цемента с низким клинкер-фактором, замещая клинкер добавками, которые при этом не снижают качество самого цемента. Помимо этого, Heidelberg Cement внедряет в производстве энергосберегающие технологии, в том числе вторичное использование тепла и применение альтернативных видов топлива. А с учетом объемов производства, масштабы снижения выбросов колоссальные. С 2014 года нам удалось снизить выбросы СО2 примерно на 16% за счет применения продуманной топливной смеси, которая состоит на 77% из газа и на 23% из альтернативных видов топлива, таких как покрышки, осадка сточных вод и древесина. У компании Heidelberg Cement амбициозные планы – привести мировую промышленность цемента к углеродной нейтральности. Однако для осуществления этой цели необходимы компании-партнеры, разделяющие ценности, связанные с заботой об окружающей среде. Таким партнером для Heidelberg Cement является компания «Эркон», которая одна из первых в России стала использовать у себя на производстве цемент с низким клинкер-фактором. Нашу новую марку цемента мы тестировали совместно с «Эрконом». Вообще они очень прогрессивная компания, не боятся пробовать новое, за что мы их особенно ценим. Таким образом, благодаря многолетним доверительным взаимоотношениям между «Эрконом» и Heidelberg Cement стало возможным продвижение на рынке нового цемента с добавками, само появление которого является показателем того, что в российской цементной и бетонной отраслях начинаются изменения в сторону экологичного производства и заботы об окружающей среде. Итак, все ингредиенты будущего бетона проверены. Тщательно составлена рецептура состава с нужными параметрами. Однако исходные материалы, которые так тщательно проверяли в лаборатории, поступают огромными партиями, и не все сразу уходит в производство. Объем работы большой, и, естественно, должен быть материал постоянно с запасом, то есть его должно быть много. Все материалы разделены по сортам. Важно, чтобы стены были высокие. Здесь же вот отлиты нашим бетоном вот эти стены этого склада. Важно, чтобы производственные склады были построены по современным технологиям. Тогда качество сыпучих материалов при хранении не снижается. С таким складом можно быть спокойным. На производственную линию песок и щебень попадут, не потеряв свои ценные свойства.
На производстве важно придерживаться принципа рационального использования ресурсов организации. Поэтому важно, чтобы хранилище для сырья и непосредственно производство находились рядом. Вот такие большие емкости цилиндрической формы называются силосы. Они заполнены цементом. Другие сыпучие компоненты будущего бетона, песок и щебень, ждут своего часа в бункерах. И, наконец, главный и самый интересный этап – непосредственное изготовление бетона. Песок и щебень из бункеров подаются в строго отмеренных частях на ленточный конвейер, и по нему поступают в подъемный саморазгружающийся короб – скип. Скип поднимает щебень и песок, одновременно с ним начинает движение винтовой конвейер с цементом. Все эти сыпучие материалы подаются в камеру бетоносмесителя, после чего добавляется вода в нужном объеме. И как только все компоненты поступают в бетоносмеситель, он начинает свою работу. Уже через 20 секунд перемешивания массы из воды, цемента и заполнителей кажется равномерно распределенной. Однако качественное однородное цементное тесто получается лишь после 60 перемешиваний. Итак, 60 секунд, и бетонная смесь готова. Завод обеспечен автоматическим управлением. Программа установлена на производственный компьютер, в который оператор вносит заданный ему рецепт, и программа сама дозирует, благодаря тензодатчикам, дозирует правильные дозировки и изготавливает смесь. Оператор контролирует правильность набора материалов для смеси, также следит за пластичностью бетона, добавляет или убавляет влажность. Весь процесс производства качественного бетона автоматический. Ошибки быть не может. В качестве дополнительного гаранта производства бетонной смеси постоянно контролирует оператор, который в случае необходимости с помощью центрального пульта управления быстро вносит корректировки. И вот, наконец, бетонная смесь готова. Остается отгрузить и доставить на стройку. Но нет. Вместо стройки готовую смесь отправляют обратно в лабораторию на контроль качества готовой продукции. Без этого контроля ни одна партия не выйдет за пределы завода. Таковы принципы производства качественного бетона. Для начала проверяют плотность бетонной смеси. По этому показателю выясняют, отвечает смесь требуемым свойствам или нет. Ведь в составе может оказаться больше воды или вовлеченного воздуха, а это в конечном итоге влияет на прочность бетона. Так как же это делается? Для проверки плотности в мерную посуду основательно укладывают свежую пробу. Еще немного уплотняют ее и взвешивают. Этот показатель сравнивают с эталонным. Если все в порядке, переходят ко второму параметру – удобоукладываемость. Или, другими словами, степень текучести. Удобоукладываемость делится на классы. И для каждой технологической задачи очень важно выбрать правильный класс. Как только в производственной лаборатории убедятся, что все в порядке, готовую смесь отгружают в автобетоносмесители и уже без промедлений отправляют на стройку. Вся техника новая, постоянно обновляемый парк. Пытаемся за этим следить, за чистотой машин, за то, чтобы они были исправны, за состоянием резины и всего прочего, ходовой части. Погрузка у нас происходит, можно сказать, поминутно. Каждая машина должна после отгрузки одной заехать за минуту на погрузку. А погрузка у нас происходит очень быстро. Важно, чтобы даже этап отгрузки готового изделия строго контролировался. Для того, чтобы заказчик был абсолютно уверен, что он получит качественный продукт вовремя и в нужном объеме. Казалось бы, все, изготовили, отгрузили, можно выдохнуть. Однако, чтобы бетонная смесь и на объекте осталась качественной, надо выполнить еще одно условие. Сохраняемость бетонной смеси – это отрезок времени, в течение которого смесь отвечает марке по пластичности. После этого она начинает схватываться и густеть. Поэтому доставить ее до места использования нужно в течение 2 часов. Понимая эту особенность бетонной смеси, диспетчерская служба компании-производителя организует своим заказчикам доставку в срок.
По этой же причине бетонные заводы чаще всего находятся рядом с основными транспортными магистралями. Это позволяет доставлять в любую точку города бетонную смесь без потери качества. После погрузки на заводе заказчику приходит СМС. Там написано срок, время доставки, номер АБС, номер машины. И он видит, чтобы он как бы не переживал, во сколько, когда будет его бетон. После того, как мы уезжаем с завода на объект, с нами связывается логист, который координирует доставку, либо говорит о каких-то проблемах на дороге. Ну, случай бывает такой, что машина не может заехать на разгрузку, скажем так, на объекте сложно, рискованно. Логистика связывается с сложными объектами и решает наши проблемы. Делают дорогу примерно, допустим, мы подъезжаем, разгружаемся. Это очень удобно для организации работы на стройке. Можно точно планировать объемы и время производимых работ. В среднем машина находится в пути не более 60 минут, а на разгрузке проводит не более 2 часов. Автобетоновозы умчались с проверенной смесью, а работа на заводе и в лаборатории продолжается. Специалисты постоянно в работе, проверяют сырье, контролируют производство, тестируют новые химические добавки, консультируют клиентов, но главное – испытывают прочность готового бетона. Самый эффективный способ проверить способность бетона выдерживать заданные нагрузки – это взять и разрушить бетон, тем самым узнать его предел прочности. Но как это устроить? Разрушать конструкции строительных объектов неудобно, да и неэкономично. Поэтому делают так. Из бетонной смеси готовят несколько образцов кубической формы. Вот такие. Затем их сутки выдерживают в формах, извлекают и помещают в камеру нормального твердения. После этого начинается самое интересное. Кубы постепенно созревают, они словно яблоки наливаются соком и становятся крепкими. Кубы испытывают на 3-й, 7-й, 14-е и 28-е сутки. Почему именно в это время? Потому что бетон по стандартам ГОСТа должен иметь определенный уровень прочности как раз на 3-й, 7-е и 28-е сутки. А промежуточный срок, 14-е сутки, специалисты компании Иркон ввели самостоятельно, чтобы более тщательно проверять нормативные показатели. Итак, извлекая куб из камеры, его взвешивают, а затем сжимают до полного разрушения. Таким образом, измеряется предел прочности и несущая способность бетона. Все составы бетонных и растворных смесей регулярно испытывают в независимых лабораториях, и на них есть декларации и сертификаты качества. Качественный бетон любого вида – товарный, тощий, мостовой, легкий – получается только тогда, когда весь процесс производства контролируется экспертами на каждом этапе, от покупки сырья до доставки готовой продукции. Именно в этом случае получается бетон, который на долгие годы послужит надежной и прочной основой для зданий, мостов, дорог и нашей безопасности.